Санкции против России блокируют производство автомобилей. Россия на 100% зависит от импортных поставок изоцианатов (MDI), без которых автомобильная промышленность встанет. Запрет на поставки изоцианатов в Российскую Федерацию вошел в 14-й пакет санкций Евросоюза, после чего компании из Евросоюза, США и Японии прекратили экспорт этого химического продукта. Теперь к ним присоединились китайский химический гигант Wanhua Chemical Group и компания из Саудовской Аравии Sadara Chemical. Особенностью изоцианатов является очень короткий срок его хранения, потом он кристаллизуется, что делает невозможным более длительные по времени поставки через посредников из третьих стран, которые помогают Российской Федерации обходить санкции. Как правило, такой компонент подъезжает в цистерне, его перекачивают к себе производители и практически сразу используют в производстве. То есть надолго сделать большой запас не получается. В России осталось запасов изоцианатов максимум на 2 месяца. Дефицит критически важного импортного сырья поставил российских промышленников на грань банкротства. Без изоцианатов, например, невозможно сделать краску, клей, герметик или трубы. Запуск собственного производства MDI был включен в программу промышленного развития Российской Федерации еще в 2014 году, но за 10 лет не было построено ни одного полноценного завода. Российским компаниям было удобнее, быстрее и дешевле покупать проверенные и качественные изоцианаты за рубежом. После отказа Китая и Саудовской Аравии экспортировать изоцианаты в Россию, 20 крупнейших представителей российского автопрома, строительных компаний и производителей бытовой техники написали совместное письмо к правительству с просьбой принять срочные меры. А пока хочу рассказать, как сейчас все-таки можно сэкономить на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении каско. Все это один бесплатный ресурс autospot.ru. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна каска, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Это решение с запретом изоцианатов стало шоком для отрасли, поскольку, учитывая ограниченность ресурсов участников рынка и ограниченный срок годности MDI, сохранение такого положения дел в течение следующих нескольких месяцев будет связано с риском остановки производства и банкротства предприятий. Цитирую выдержку из письма руководителей российских компаний главе Минпромторга Антону Алиханову. В письме представители промышленных предприятий просят Кремль срочно решить проблему на всех уровнях взаимодействия с Китаем, а также помочь достичь соглашения с Саудовской Аравией. Они предупредили министра, что прекращение поставок изоцианата может привести к банкротству отечественных предприятий. Изоцианаты также используют в производстве стройматериалов и холодильников. Без него невозможно сделать даже монтажную пену. Компании сформировали запас, но стоимость изоцианата за последние 2 месяца выросла на 35%. Разумеется, подорожает и готовая продукция. Продукция АвтоВАЗа сильно подорожает, и они опять попросят оперативно поднять утилизбор, чтобы подорожали зарубежные автомобили. То есть планы поднять утилизационный сбор поэтапно до 2030 года до 4 миллионов за нормальный легковой автомобиль – это суровая реальность. Уже через месяц ставку поднимут на 85%. Это означает, что для наиболее массового сегмента легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров, приобретенных для перепродажи, размер утилизбора через месяц вырастет с 300 тысяч до 556 тысяч рублей и будет ежегодно расти. В 2030 году это будет уже 1 миллион 172 тысячи рублей. За автомобили с объемом двигателя от 2 до 3 литров старше 3 лет сейчас платят 1 миллион 279 тысяч, а через месяц сумма вырастет до 2 миллионов 366 тысяч рублей. В 2030 году это будет уже 4 миллиона. Уже через месяц покупать ввезенный из-за рубежа в Россию автомобиль станет невыгодно, а к 2030 году экономически нецелесообразно.
Для некоторых моделей размер утили сбора превысит стоимость самого автомобиля. Следом вырастут цены и на остальные автомобили, произведенные в России и ввезенные из-за рубежа до повышения утиль сбора. Со временем вслед за рынком подорожают и машины с пробегом. В этой ситуации, если смотреть стратегически, очевидно, что выхода, кроме как развивать собственное производство изоцианата в России, по сути нет. Но рассчитывать на появление такого производства внутри страны в ближайшие годы не приходится, пояснила старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. В производстве изоцианатов в цикле фигурирует такое вещество, как фосген, которое является очень токсичным. Это боевой отравляющий газ. Держатели лицензии производства изоцианатов очень часто ссылаются на это, как на причину не продавать лицензии каким-то другим химическим компаниям. А как считаете вы, начнут ли производить изоцианаты у нас? Ведь пока еще можно купить лицензию у Китая.